черных полицейские убивают в 3 раза больше белых. Темнокожие должны ходить на цыпочках перед белыми. Самый незащищенный слой населения – это белый мужик. Если ты черная женщина с ребенком, у тебя тут вообще куча прав. Вся ирония в том, что я скорее афрорусская. Ваши предки не пережили то, с чем столкнулись мои здесь, в США. Там была фура, которая распыляет слезоточивый газ прямо на людей. Было ощущение полного бездействия полиции, полного равнодушия полиции. Мы держали, грубо говоря, оборону часов 10. Мы не собираемся создавать проблем, нам нужна правда. Плохо, что насилие, но надо положить конец убийству невинных людей. Привет, друзья! Я в этом выпуске пошел на некоторый компромисс с журналистской профессией, потому что, конечно, сейчас я должен был бы быть в Америке, оттуда освещая то, что там происходит. Но, как вы понимаете, границы у нас сейчас прикрыты, прямого регулярного авиасообщения нет. И даже если бы я туда улетел, с большой долей вероятности я бы в Америке застрял на несколько недель. И мы подумали, решили, что при том объеме контента, который мы производим, такой риск не в наших с вами интересах. К счастью, есть наши коллеги и друзья с американского русскоязычного канала RTVI, и сегодняшний выпуск мы делаем совместно. Я к тому же говорил, что у нас на канале редакции должны появляться и уже появляются новые лица в кадре, помимо меня. Журналисты, под чьим профессиональным уровнем я абсолютно точно подписываюсь. И вся крутейшая репортажная работа, которую вы сегодня увидите, сделана RTVI-щиками. Мы же отсюда, со своей стороны, позвонили людям, чье мнение, как нам кажется, поможет составить свое независимое суждение о той ситуации, которая там сейчас происходит, поможет вам сделать свои выводы. Вы помните, что на это наш канал и заточен. Итак, сначала голые факты. 25 мая в Миннеаполисе полицейские задерживают 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он подозревается в том, что оплатил пачку сигарет поддельной купюрой. При задержании один из полицейских, Дерек Шовин, прижимает шею Флойда коленом и держит его в таком положении почти 9 минут. Флойд погибает. Эту сцену сняли на телефоны несколько прохожих, видео мгновенно завирусилось в сети и... Всем привет, это Гарик Книгницкий, мы с оператором Артемом Пугаченко находимся в Миннеаполисе, и сейчас я по просьбе редакции расскажу, как тут обстоят дела. Вот то самое место, где полиция задержала Джорджа Флойда, ну, по сути, это его место гибели. Тут сейчас возник стихийный мемориал, сюда каждый день люди приносят цветы. Миннеаполис стал, логично, вполне первым городом, где начались протесты, они не утихали, несмотря на комендантский час, несмотря на присутствие нацгвардии. И, может быть, вряд ли кто-то предполагал, что эти акции в результате поддержит вся страна. No justice, no peace. Prosecute the police. Я хочу выразить уважение Джорджу Флойду. Я разделяю ту боль, которую сейчас чувствуют другие люди. Я привела с собой сына, чтобы вместе с ним присоединиться к мирному протесту. Я хочу, чтобы у моих темнокожих родственников и соседей была возможность жить в свободном обществе. Я хочу справедливости для Джорджа Флойда. И это касается всех афроамериканцев, мулатов, коренных американцев и других меньшинств, которые живут здесь. Мы хотим справедливости. Те 3 полицейских тоже должны понести наказание. Никто не должен иметь права нарушать закон. Сейчас сюда приехали полицейские машины. Артем, с дороги! Вот сейчас сюда приезжают полицейские машины. Прямо в ряды протестующих всех выгоняют с этой трассы. Распыляет слезоточивый газ. Полиция распыляет слезоточивый газ. Там была фура, которая распыляет слезоточивый газ прямо на людей. Нас буквально вытолкнули оттуда. Это очень страшно. Насколько типичная история, которая произошла с этим несчастным Флойдом? Она не единична, но она и не типична, конечно. Я тут так давно живу в Америке, что я прекрасно помню предыдущие расовые беспорядки, особенно в связи с Родни Кингом в Лос-Анджелесе. 92-й, кажется, год, да? Все началось именно с того, что кто-то снял
как его избивают полицейские. И вот эта пленка, вообще это видео, она оказала гигантское влияние своим эмоциональным ударом. Я прекрасно помню себя. На это очень трудно смотреть. Трудно смотреть, как избивают человека, трудно смотреть, как душат человека. И просто сама по себе эта картинка, она вызывает абсолютное бешенство, потому что ты чувствуешь, что люди, которым ты доверяешь, власть, ведет себя не так, как она должна. У нас бывали случаи, когда убивали чернокожих. Самый свежий, 6 лет назад, у нас в Нью-Йорке. Эрика Гарднера. По требованию полицейских он не подчинился поехать с ними в отделение. Так они вчетвером, шестером свалили его на землю, и один из них применил удушающий прием. Вы представляете, и он умер. И вы знаете, даже после этого не было таких массовых протестов. Не было, хотя очевидно было, что этот полицейский совершил преступление. Его просто уволили. И сегодня этот полицейский, он белый, он судит город за то, что его уволили. Помните недавний выпуск редакции про шмот, про вещи и современную моду? И в частности, мы там говорили о том, как сейчас сложно стало отличить оригинальную вещь от высококачественной подделки. Пару лет назад в России стали вводить обязательную систему маркировки товаров. В ближайшем будущем абсолютно все официально продаваемые в стране вещи будут содержать специальный код Data Matrix, в который будет вшита абсолютно вся информация о товаре. Эта система уже начала свою работу. Код Data Matrix, например, стал обязательным для обуви, лекарств. Самое крутое, что проверить всю информацию о товаре может любой человек с помощью обычного смартфона. Все, что для этого нужно, это скачать приложение «Честный знак». «Честный знак» выдаст всю информацию, где сделано, когда, кем, варианты переработки и так далее. Не нужно вглядываться в упаковку, чтобы прочесть, что там скрыто в составе и не вынесено большими буквами, как маркетинговые заманивающие без глютена, без ГМО или без сахара. Скачать приложение можно на любую платформу абсолютно бесплатно, а все просканированные вами товары будут храниться в памяти приложения. Попробуйте сами. Кроме того, что это полезно, это еще и увлекательно. Реально же интересно узнавать подробности о товаре, который ты покупаешь. Ссылка на приложение в описании. Давайте возьмем самую первую большую матрешку, и там мы увидим, что черных полицейские убивают в 3 раза больше белых. Да? Это вот та матрешка, за которой у нас движение Black Lives Matter. Далее мы вскрываем эту матрешку, и там мы видим, что чернокожие, составляя 13% населения, совершают более 50% всех насильственных преступлений, то есть убийств, разбоев, грабежей и так далее. Соответственно, полицейские чаще соприкасаются, сталкиваются с чернокожими, и поэтому, естественно, вероятность погибнуть от пули полицейского у чернокожих выше. Но почему так происходит? Да? Откуда берутся эти чудовищные цифры в 50%? Во многом это связано с насилием внутри банд. Потому что чернокожим очень легко вступить в банды. Да? Почему? Дальше. Следующая матрешка. Потому что годами американцы жили при рабстве, при сегрегации. И так сложилось, что черные все-таки живут отдельно. Всем привет, меня зовут Алина Полянских, я журналист, ведущая RTVI, я живу и работаю в Нью-Йорке. Вообще здесь, в Америке, по общему убеждению, я афроамериканка, цветная, как угодно это назовите, но вся ирония в том, что я скорее афрорусская. Я родилась в России, мой отец иностранный студент, каких в нашем городе всегда было немало. К сожалению, ни в стране, ни в моей жизни он не остался, это тоже распространенная история, но тем не менее. Сказать, что я страдала от расизма в России, я не могу. Да, не без этого, но это никогда не было критично. 3 года назад я переехала в Америку, и здесь, в Нью-Йорке, я ни разу не ощутила расизм на себе. Наоборот, мне всегда казалось, что мое происхождение наконец-то работает на меня. По просьбе редакции я встретилась с местными афроамериканцами, чтобы понять, каково это – родиться и вырасти чернокожим здесь, в Америке. Джулиан, а расскажи мне, пожалуйста, о своем детстве в Детройте. Каково это быть темнокожим ребенком в Америке 80-х?
Все свое детство я всегда был в компании других темнокожих детей, которые выглядели как я, слушали такую же музыку, и я думал, что это и есть норма. И, конечно, когда я пошел в старшие классы, для меня было большим потрясением оказаться среди белокожих ребят, которые никогда не проводили столько времени с темнокожими или в целом людьми с другим цветом кожи. Помню, как-то меня остановили на дороге безо всяких причин, и полицейский стал засыпать меня вопросами один за другим. Куда я еду, зачем я еду? Но мы ведь не в такой стране живем. У него не было оснований меня останавливать, не было оснований меня допрашивать. Такой образ мышления уже в очень раннем возрасте мне показал, что существует установка, что темнокожие должны ходить на цыпочках перед белыми. Это все идет из истории. И хотя рабство в США уже несколько веков как отменили, у нас по-прежнему неравные права. Нас по-прежнему не воспринимают как равных. Почему полиция так жестко себя ведет с темнокожими и совсем иначе относится к белым, даже если люди совершают одинаковые проступки? Это... Можно выругаться? Пожалуйста. Это просто какая-то жесть. Это хреновая психологическая установка. Не знаю, видели вы или нет, был репортаж. Протестующие стоят линией, а перед ними выстроились белокожие женщины постарше. Они встали перед протестующими, по большей части темнокожими и латиноамериканцами, чтобы быть для них щитом, потому что правда, к сожалению, заключается в том, что полиция вряд ли будет нападать на них. Полицейские думают, ага, если я применю силу или сделаю что-то не так с этим человеком, проблем у меня будет куда больше, меня вычислят, напишут жалобу. Все будет куда хуже, чем если я применю силу к темнокожему человеку. И это, конечно, полная жесть. Недавно в Центральном парке в Нью-Йорке был такой случай. Женщина выгуливала собаку, и мужчина из природоохранной команды, орнитолог-любитель, который так вот вышло, оказался темнокожим, попросил ее взять пса на поводок. Женщина испугалась, закричала, что угроза жизни, позвонила полиции, потом извинялась. Просто реально чернокожий чувак попросил ее, не знаю, собаку привязать. Вот, например, да, черных в 2 раза чаще полицейские останавливают. Чаще их обыскивают, когда их останавливают. То есть это вот сложная комплексная система. Часто прокуроров больше белых гораздо. То есть, как правило, прокуроры запрашивают смертную казнь одинаково для черных и для белых. Но убивают, то есть казнят, гораздо чаще людей, которые убили именно белых людей. То есть кто убил белого, а не убил черного. А когда вот большинство казнимых – это чернокожие, которые убили белую женщину. Это прям вот такой стереотип «привет из 30-х». Америка – это страна со всеми своими недостатками. Но, тем не менее, количество судебных ошибок, оно не настолько зашкаливает, чтобы сказать, у нас системная проблема, и черные получают гораздо большие сроки и гораздо больше арестовывают. И если это происходит, то это не потому, что их гораздо больше арестовывают, потому что полицейские расисты, а среди полицейских большое количество афроамериканцев работает. Но в Миннесоте, в Миннеаполисе, где произошло убийство Флойда, генеральный прокурор афроамериканец, и начальник полиции афроамериканец, и все там демократы сидят. Ну и что? Ну дальше, что вы еще хотите? То есть, как можно сказать, что нет, справедливого суда не будет? Но если генеральный прокурор, который занимается этим делом, афроамериканец, почему же не будет? Будет. На ваш взгляд, американская полиция действительно относится к афроамериканцам жестче, чем к белым? Да, я думаю, это так. Статистика является хорошим показателем в этом плане. Можно заметить, что в процентном соотношении в тюрьмах больше темнокожих. Причиной тому является ряд социальных проблем. Большинство мальчиков растут без мужчин. Довольно часто это происходит потому, что мужчина находится в тюрьме. Бывают и случаи смертных приговоров. Часто случается так, что человека, которого приговаривали к смерти, в итоге признавали невиновным. Судебная система уже не такая, как раньше. Дела фабрикуются. Есть множество факторов, которые это подтверждают. Я в свое время был профессором в одном из ведущих университетов криминальной юстиции, John Jay College. Вот. И многие мои студенты
сейчас бывшие работают и в полиции, и в ФБР, и в национальной безопасности. И, вы знаете, это разные люди. Все зависит от образования, от практики и от того, с какими ситуациями они сталкиваются. То есть они получают повышение окладов и продвижение по службе, когда они вырабатывают какую-то норму. Там, арестов, к примеру, да? И то есть они должны искать эти аресты и показывать их. И, естественно, если они понимают, где статистически они могут их найти, они идут туда. Вот. Ну, то есть это палочная система, у нас так в России это называют. То есть есть некий план, который нужно выполнять. Нужно выполнять очень часто даже такие случаи, если два района по соседству, один бедный, другой богатый, в бедном будет больше преступности, неважно, кто там живет. И очень часто полицейские переезжают просто на своих машинах, перемещаются в бедный район, в котором они не работают, и ищут там преступников. Может быть, ты слышал такую практику, она называется redlining, то есть как красная линия. Как это было? Когда, значит, банкиры, инвесторы думали, где открыть магазин, куда вложить деньги, они брали карту города и красным маркером очерчивали те границы, где они хотят вкладываться и куда они вкладываться не хотят. Соответственно... Это зависело от того, где живут черные. Да, где живут черные или куда они хотят этих черных, в общем-то, ну, как бы, где они хотят их изолировать. И поэтому в белых кварталах они богаче, они там безопаснее и так далее. В черных, например, да, вот есть статистика очень показательная. В черных кварталах дети чаще болеют астмой, вообще чернокожие. Почему? Потому что чернокожие живут в тех домах, которые достались им от предков, полученных еще там во времена сегрегации. Мне одна дама сказала, что американист, она сказала, что ну почему чернокожие американцы умирают от вируса больше, чем белые? Ну потому что их не лечат, у них нет страховок медицинских. Понимаете, это настолько не понимать Америку, лечат всех. Потом уже деньги будут вытаскивать лопатой, как угодно. Но сначала лечат всех. И вот это вот непонимание мелких, но очень важных вещей. А почему, кстати, среди афроамериканцев больше заболевших и умерших от ковида? Афроамериканцы в 2 раза беднее белых. Это значит, что они живут гораздо более скучно. Они в первую очередь работают там, где можно заразиться. Ну, например, в автобусах, в метро, в магазинах, на складах. Там, где они необходимы. Санитары в больницах. Это огромный риск. И поэтому они действительно заболевают гораздо чаще. Надо признать, что в этом году многие правила нашей жизни радикально изменились. Ну, например, выходя из дома, мы теперь уже не представляем себя без маски или санитайзера. А возвращаясь домой, мы так тщательно моем руки с мылом, как никогда не делали этого раньше. Надеюсь, правило 30 секунд все уже запомнили. Или вот, например, взять рукопожатие. Раньше не подать человеку руку при встрече – это был откровенно оскорбительный жест, а теперь это новая реальность. Относится это не только к нашей повседневной жизни. Перестраиваться вынуждены целые заводы. Ведь теперь мы, потребители, намного внимательнее относимся к тому, как производятся продукты, которые мы едим. Взять ту же колбасу. Сегодня для нас с вами небольшую экскурсию проведет Антонио Бернер-Хрешич, директор по производству завода Черкизово-Кашира, где производится колбаса сальчичон. Человек там выступает лишь в роли наблюдателя. Все производство переведено в полностью бесконтактный режим. Здравствуйте, Антонио. Расскажите, как работает ваш завод? Неужели вы там обходитесь совсем без человеческих рук? Человек и дальше остается как главный и критический элемент производства. Просто что изменилось в сравнении, значит, с традиционным производством, да просто неговая роль сместилась. Значит, раньше он у традиционного производства он был больше задействован в сам процесс. А сейчас неговая роль есть больше как мониторинг, супервизинг или хотите больше контрольная часть. Когда вы смещаете человеческий фактор, вы даете возможность, да, качество просто дольший срок будет одинаковый. А то есть то, что мы хотим. Мы хотим здесь в Кашире пускать продукцию сегодня, завтра, после года, будет каждый раз одинаковое качество. Как вы обучали персонал? Сложно ли им это далось? Быстро ли освоились ваши работники? Было нужно, значит, номер один, найти специалисты, которые могут работать на таком заводе. Здесь, что хорошо, есть в России очень сильная такая техническая база.
но в России пускаются ракеты в космос и делают самолеты, тогда здесь такие специалисты возможно найти. Уже были какие-то нестандартные ситуации на производстве? Как решали возникшие проблемы? Естественно, потому что завод как такой уникальный и больше современный, проблемы были. Но, как я сказал раньше, очень хорошие специалисты и все проблемы быстро решались. Убедиться в качестве работы новой системы завода Черкизово можно в любом магазине. Достаточно просто купить их колбасу. По ссылке в описании найдите, где можно ее купить. Гетто – это все-таки общее понятие. Неблагополучные районы обычно формируются вокруг вот таких проектов. Проекты – это социальное жилье для малообеспеченных, для малоимущих. Это вот такие высотки, они обычно строятся по 4 минимум рядом, чтобы формировать такой квадрат или блок, как мы это называем здесь, в Нью-Йорке. Так вот, дворы этих проектов считаются одними из самых опасных мест в городах. Полиция для того, чтобы хоть как-то приструнить преступность, выставляет вот такие прожекторы. Они светят с заката и до рассвета. То есть иначе в темноте, естественно, будет происходить еще больше беспредела. А так выставляются по периметру вот такие прожекторы, и они освещают дворы все время. Этому конкретно проекту повезло. Здесь несколько вот таких световых установок, потому что с другой стороны полицейский участок. И, естественно, здесь, будем говорить, обстановочка попроще, побезопаснее. Расскажи мне, пожалуйста, немного про Бронкс. Каково здесь было расти темнокожим? У нас очень хороший район. Сходить особо некуда, но к этому привыкаешь, и все вполне хорошо. Но вырастая, начинаешь замечать, что происходит в Бронксе. Это же безумие. Драки с копами. Насилие идет с обеих сторон, но копы все усугубляют. Но многие люди думают, что здесь страшно появляться. Что вы на это скажете? В целом это не так. Понимаете, мы тоже люди. Вот этот братишка мой хороший кореш. Кто вы? Вам никто не разрешал меня снимать. Вы даже не из нашей страны. Эй, хорош, успокойся. Вы только что упрекнули меня в том, что я не из США. Но это же и есть расизм, против которого мы все протестуем. Нет такого понятия, как чернокожий расизм. И почему это? Потому что нет его, и все. Это просто факт. Идите, куда шли. Успокойтесь все, хватит уже. Вы родом не из нашей страны. У вас есть акцент. У вас не то происхождение. Так а чем отличаются темнокожие из разных частей мира? Своим происхождением, историей. Это нельзя отрицать. Ваши предки не пережили то, с чем столкнулись мои здесь, в США. Давайте я напомню немного исторический контекст. Про то, что в Америке было рабство, и из-за него в 19 веке воевал север с югом, я напоминать не буду, вы все это прекрасно знаете. Значит, нынешний этап борьбы чернокожих за свои права – это 55-й год. Он начинается с инцидента в штате Алабама. Там чернокожая женщина. Тогда, кстати, официально про это говорили негритянка. Сейчас это стоп-слово в американском английском. Это намного хуже, чем даже сказать «фак» в общественном месте. Так вот, она не уступает в автобусе место белому пассажиру, как это предписано законодательством, за это ее штрафуют. Сначала местные чернокожие, потом по всей стране начинают организовываться в защиту своих прав. Очень быстро их возглавляет молодой священник Мартин Лютер Кинг. Пик тех протестов – это 1963 год. Президент уже Джон Кеннеди. Он в том году направляет в Конгресс законопроект о мерах против дискриминации чернокожего населения. И в том же году происходит знаменитый марш на Вашингтон, когда черные со всей страны объединяются, их примерно 250 тысяч, и маршируют в столицу, чтобы их голос был услышан. На этом огромном митинге выступает Мартин Лютер Кинг, и он произносит речь, которая сейчас стала одной из икон массового сознания и массовой культуры американской. Эта речь называется «I have a dream». У меня есть мечта. I have a dream that one day this nation will rise up
and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Мартина Лютера Кинга убьют через 5 лет, но движение, которое он возглавил, уже было не остановить. За следующие 60 лет, вот к сегодняшнему дню, Америка, конечно, сделала колоссальный рывок вперед. Сейчас тема равноправия, тема борьбы с расизмом в любых формах – это настолько часть общественного дискурса в Америке, что некоторые белые, особенно консерваторы белые, они говорят про то, что налицо уже обратный расизм. Многие государственные посты, высокие посты занимают афроамериканцы. Долгое время действовала, да и продолжает действовать программа позитивных действий, когда при равных баллах учебное заведение или предприятие возьмет на работу или примет на учебу афроамериканца, даже если у него баллов меньше. Тебе не кажется, что сейчас у нас уже есть эти равные возможности? Особенно если мы говорим про образование или спорт. Нет, абсолютно нет. В США не существует равных возможностей. Так умышленно задумано. Но у меня же вот была возможность поступить в колледж. И я училась, и ни цента за это не платила. Все потому, что ты иммигрант, ты меньшинство, 5-е, 10-е. Да существует миллион программ, которыми реально можно воспользоваться и получить образование. Я не понимаю, почему люди все время говорят, что у нас не одинаковые возможности. Может быть, я что-то упускаю? Тогда объясни мне, пожалуйста. В целом, темнокожим отказано в доступе к образовательным ресурсам, которыми пользуются белые. Эту проблему очень сложно описать в нескольких словах. Я бы сказал, что система государственных школ в США во многом зависит от места проживания и уровня достатка. Но если это малообеспеченный район, это вовсе не значит, что ученики местных государственных школ должны обходиться меньшими ресурсами. Но в нашей стране это не так. И в США эта проблема не только классовая, у кого есть деньги, а у кого их нет. У нас она тесно переплетается с историей расизма. Меня зовут Лиза Каймина, и я журналист телеканала RTVI. Все последние дни я освещаю протестное движение, которое происходит сейчас в Нью-Йорке. Все начинается днем, все начинается вот с таких маршей, достаточно мирных, хотя и очень эмоциональных. Есть причина, почему Господь за нами присматривает. И сейчас каждый, какого бы он ни был возраста, должен высказать правду с честью и достоинством. Мы хотим, чтобы к нам сюда немедленно явился де Блазио. Мы хотим его видеть, хотим честности и правды. Мы не собираемся создавать проблем. Нам нужна правда, нужен голос. Мы пришли выразить свои желания. Мы просто ходили, пытались собрать побольше бруклинских. Завтра мы снова выйдем. Мы будем ходить каждый день. Есть 3 вещи, на которые я обратил внимание в Миннеаполисе. Первое – это волонтерство. Сюда привозят еду, воду и все необходимое для неимущих, причем не только для афроамериканцев. Это раздают всем абсолютно желающим. Привозят, опять же, не только черные, но и белые. И привозят все больше и больше. Вещь вторая. Протестующие стали координировать свои действия в Телеграме. Я сам подписался на один из каналов, чтобы лучше понимать, где какая акция намечается. И вещь третья – это очень жесткие, агрессивные действия полиции по отношению к журналистам. Я в Америке никогда такого раньше не видел. Нам, к счастью, повезло, мы тьфу-тьфу-тьфу не пострадали, но вот некоторые наши коллеги были даже ранены резиновыми пулями. Если вы посмотрите вокруг, вы увидите, что на протесты пришли белые, темнокожие, латиноамериканцы. Расисты, в свою очередь, совершают плохие поступки. Они приезжают в Миннесоту и разжигают здесь расистские настроения. Я знаю, что люди в этой толпе хорошие люди. Это мой ребенок. Его родители принадлежат к разным расам. Я не хочу, чтобы мне было страшно жить там, где я живу. Мы просто хотим быть счастливы. Мы хотим жить в мире. Мы хотим равенства.
Мы хотим поддержать наше местное население. Мы не любим насилие. Жизни темнокожих имеют значение, но вы ведь белый. Я хочу поддержать людей всех рас. Я никого не хочу дискриминировать. Смотрите, вот хороший пример. Я когда шел на YouTube, у меня было несколько таких ролевых моделей. И одна из них — это великий, я считаю, нью-йоркский, сейчас он в Калифорнии живет, блогер Кейси Нейстат. У него 12 миллионов подписчиков, он в прошлом режиссер, офигительные делает ролики. Я считаю, что он вообще один из главных людей в Ютубе вообще, потому что он во многом придумал современный YouTube-блог как жанр. Но неважно. И вот Кейси, который обычно всегда снимал про свою жизнь, про свою семью, свой экстрим-спорт, на который он залипает, он в связи с этой ситуацией выпускает ролик без всякого монтажа, просто вот монолог. Вот он сидит на крупном плане, вот он всегда очки носит черные. И он объясняет, почему он, белый нью-йоркец, участвует в этих протестах, а он участвует активно. Он рассказывает, что вот в марте был предыдущий случай, который остался незамеченным, когда афроамериканку застрелили полицейские, ворвавшиеся ночью к ней домой, потому что они предполагали, что у нее там могут храниться наркотики. Ее бойфренд схватился за пистолет, в Америке это легально, стал отстреливаться, потому что он думал, что это грабители. И эти полицейские 20 раз в них выстрелили и убили на месте афроамериканку, которая работала в клинике, в больнице, и никаких наркотиков там не нашли. И Кейси говорит, это несправедливо, мы не должны жить в стране, где такое возможно. Поэтому я участвую в протестах. Вот это очень важно. Важно понять, почему белая, состоятельная, благополучная Америка так подорвалась на этом примере. А насколько у образованных, небедных, богатых, даже белых американцев силен комплекс вины перед чернокожими? Проблема в том, что комплекс вины, он всегда присутствует, но об этом не говорят. Вернее, могут сказать, что да, конечно, чернокожие американцы живут хуже и так далее. Но что они на самом деле думают американцы, никто не знает. Именно поэтому я, кстати, боюсь за выборы, потому что люди говорят одно, голосуют иначе. И это очень все сложно. А почему так сложно? Потому что черная и белая Америка живет врозь. Все давно уже кончилась сегрегация. Черные и белые американцы работают вместе. Они вместе проводят время, они вместе ходят в рестораны. Это все нормально, все вместе. Но живут они врозь. И даже в кафетерии, вот моя жена работала в банке, и у них большая кафетерия, и чернокожие садятся за стол вместе с такими же чернокожими, а белые с белыми. И это как бы так незаметно, но точно. Для того, чтобы попасть в афроамериканскую среду, нужно приложить особые усилия. Я, например, приложил. Я однажды ходил, мы сделали с моим другом Андреем Загданским небольшой фильм о афроамериканской церкви. Это церковь афроамериканцев. Она совершенно не похожа на нашу церковь. Это буйная религия, когда люди впадают в транс. Это вообще безумно было интересно. И вот когда я вышел из этой церкви, ко мне подходила вся паства, обнимала меня и сказала, теперь ты наш брат. Я впервые почувствовал, что вообще в принципе есть какой-то мир, в который я не вхож, и в который войти можно, но никто не делает для этого усилий. И так и живет Америка двумя параллельными жизнями. Мы находимся в Сохо. Это один из самых респектабельных и благополучных районов Нью-Йорка. Здесь сосредоточены самые дорогие бутики. Например, Balenciaga за моей спиной, Dolce & Gabbana, который располагается прямо вот здесь, и который стал первым объектом погромов в Нью-Йорке, первым объектом грабежей, которые начались в ночь с воскресенья на понедельник. Я снимала всю ночь до 5 утра, что происходило в Сохо. Это были очень странные ощущения. Было ощущение полного бездействия полиции, полного равнодушия полиции. Было ощущение, что полиция дает демонстрантам выпустить пар в надежде на то, что это будет однодневная, одноночная акция. Сейчас все бутики в этом районе забиты вот такими древесно-стружечными плитами, так же, как и все остальные магазины в городе, даже продуктовые и аптеки. А что происходит сейчас, это просто полнейший беспредел. И самое интересное, что их еще всех отпускают. Это No Bail Reform, которая у нас вышла. Они сейчас, по-моему, половина из них, они приезжие, они из другого города. Как бы, да, они сегодня все украли, их выпустили, а на следующий день, пожалуйста, опять. К сожалению,
Я реально очень боюсь жену отпускать на работу сейчас. Даже как хорошо она ездит днем. Если бы ей надо было вечером возвращаться, я бы сказал, что извини, пожалуйста, но на работу ты не пойдешь сегодня. Как ты объясняешь то, что в Нью-Йорке, городе, в котором ты живешь, такой уровень насилия на улицах? То есть можно говорить, что Южные Штаты, там, значит, особенно своя история, мы про это сейчас много слышим. Но Нью-Йорк — это, казалось бы, город, где, в общем, расовые проблемы решены намного лучше, чем в других местах Америки. Почему, тем не менее, Нью-Йорк громят? Протест и грабеж – это разные вещи. Люди, которые выходят на протест, особенно на акции мирного протеста, и даже на акции не совсем мирного протеста, и те люди, кто по ночам грабит магазины и рестораны, это не одни и те же люди. Это не та история, когда днем человек выходит с плакатом «нет насилию, нет расизму, нет полицейскому произволу», а вечером там тот же человек переодевается, надевает бандану, маску и идет грабить магазины. Нет. Это разные люди, это разные совершенно истории. Я думаю, что ты найдешь людей, которые делают и то, и другое. И я думаю даже, что искать долго не придется. Потому что есть много, например, психологических факторов, да, там, когда все бегут, и я побежал, и я тоже взял холодильник. Ну, такое. Ну, а что, ну? А нам надо, понимаешь? Есть люди, которые себе говорят так: эти богачи, они нас достали. Эти богачи. Мы за то, чтобы у нас тоже был холодильник. Вот стоп, вот смотри. Нету ли здесь все-таки, некоторого лицемерия? Значит, назвать черного, не дай бог, негром, это в Америке табу. И даже у нас на РТВ всегда было табу. Но сказать «жрем богатых», написать это гвоздем на машине, «eat the rich», как мы видим сейчас, это норм. Нет, конечно, нет, Лёш. Еще раз, это просто ведь, опять же, да, проблема в том, что, с одной стороны, тебе хочется сказать: ребята, вы дикие звери. Я видела жуткую картинку, например, там, от своей знакомой, живущей в Бруклине, как, например, совокупляются просто протестующие на улице, например. Вот, и что ты хочешь с ними, да, там, обсуждать, да, в знак протеста, я не знаю, они это делают или как. И тебе хочется бежать, сломя голову подальше вообще. Я просто хочу сказать, что, ребята, немножечко подумайте о том, кто эти люди, как они росли, в каком обществе и кто в этом виноват. Все-таки, да, давайте им поможем делать так, чтобы они завтра не стали грабить. Суть мародерства в том, что кто-то просто хочет какие-то вещи, потому что у них таких нет. Но многие мародерствуют, чтобы вызвать насилие и гнев. Они провокаторы, а не воры. Они пытаются призвать к жестокости, а лучший призыв — это разбивать окна и ломать стены, чтобы полиция начала охоту. У вас в Сан-Диего протесты начались 30 мая. И как все это началось? Как вы на это обратили внимание? Началось это все в субботу. То есть мы были дома, и я смотрел прямую трансляцию людей, которые записывали, мародеров именно этих же, которые записывали все происходящее. После того, как банки горели, толпа мародеров передвинулась, перешла на частные бизнесы, малые бизнесы. И что вы сделали? Я позвонил своим друзьям и сказал: ребят, приезжайте, берите, грубо говоря, свои игрушки с собой. Вот. Мы подъехали, ребята подъехали, и, естественно, мы держали, грубо говоря, оборону часов 10. Что значит держали оборону? Поясните, как это физически происходило? Но в один момент толпа просто повернулась и начала идти на нас. И по дороге, пока они шли к нам, они разбивали витрины соседних магазинов, они разбили витрины супермаркетов. Ну и вот эта толпа, она шла к нам. И, естественно, нас было 12 человек, 10 человек выстроилось перед рестораном и соседним магазином, вот, без оружия. Потому что все внутри было. И двое из наших ребят стояли за стеклом с дробовиками в руках. Ну, чтобы ребята понимали, что плохи шутки.
ждали черных здесь, как бы, беспорядков, но мы этого не допустим здесь. А как вы собирались дать отпор? Ну, если бы я увидел, кто-то что-то там бьет, ломает, я бы, как бы, сказать, не дал бы им это сделать. То есть вы прям физически готовы воевать? Да. Ну, значит, зачем воевать? Я не дам разворовывать чье-то имущество, в первую очередь. Русский район Брайтон-Бич, он, в принципе, довольно далеко от протестов и погромов. От Манхэттена сюда, в Южный Бруклин, час езды на метро или минут 40 на машине, и это только потому, что дороги пустые. Поэтому, в принципе, полицейские были уверены, что грабители и мародеры не доберутся сюда. И в округе охранялись только торговые центры, и то только одну ночь. Плюс, как сама полиция говорит, они не сомневаются в способностях местного населения обороняться. Кстати, русскоязычные мужчины объединились в группу, которая называется там что-то типа «Отстоим Бруклин», и были готовы дать отпор. Серьезно, люди перезарядили оружие и были готовы на крайние меры. На самом деле, здесь самый незащищенный человек, слой населения, это белый мужик. Потому что если ты гей, черный, ты имеешь все преференции. А если ты белый, здесь который работает, человек, который платит налоги, самый незащищенный слой населения. Потому что ты никто. Ты не пидас, извини за выражение, ты не черный, и значит, ты не имеешь никаких тут, не лесбиянка, блядь. И все, мы платим налоги, мы платим таксы, мы платим за все, и нас больше всего прессуют на самом деле здесь. Мне кажется, что к черным относятся здесь лучше, чем к русским. Хочу ли я такого отношения? Наверное, потому что если ты черная женщина с ребенком, у тебя тут вообще куча прав. Что? Ты из России? Ты говоришь с акцентом? Мне кажется, что для черного комьюнити очень много сделано, и это несопоставимая вещь, когда белые... Я не считаю, что люди, дети не несут ответственность за грехи своих отцов, скажем так. В кругу вашего общения, в кругу ваших друзей есть чернокожие? Близких друзей нет, а есть коллеги. Вы могли бы представить себе отношения с чернокожим, близкие? Нет. Почему? Ну, просто они не в моем вкусе. Вы понимаете, что сейчас с точки зрения американских нравов вы российское высказывание допустили? Да, понимаю. Даша, как вы понимаете слово «расист»? Кто такой расист? Я думаю, что это человек, который отделяет себя, свою принадлежность по цвету кожи от других. И это может быть связано и с белыми, и с черными, и с азиатами. Вы, следуя такому определению, вы не расист? Нет, я не расист. Наши соотечественники в Америке являются самыми оголтелыми сторонниками Трампа. За это я уже не раз получал и знаю хорошо. И они очень любят оружие, и они любят рубашки с погончиками. Но что делать? Наша тоталитарная природа, понимаете? Дело в том, что наши поклонники Трампа совершенно не похожи на американских поклонников Трампа, потому что люди на Брайтон-Бич очень многие живут на пособие. И они считают, что все их пособия это отдают афроамериканцам. Нужно забрать у афроамериканцев, отдать им, тогда будет все по-честному. А почему? Вот, Александр, очень интересно, вот как вы объясняете? Вот выехал человек из России или еще Советского Союза, или уже он потомок тех, кто выехал, даже во втором поколении иммигрант. Откуда это? Он вроде сам приехал из тоталитарной страны, да? Вроде как раз люди уехали, они считали себя, чувствовали угнетенными несправедливо. Откуда такая нелюбовь к меньшинствам, в данном случае расовым? Ну, во-первых, мы их боимся и не понимаем. Мы выехали из страны, где не было таких меньшинств. А если бы было, то мы их презирали бы тоже, как сейчас это происходит в России. И абсолютно полное отсутствие представления о том, что такое терпимость, демократия, о том, что такое демократия. Они как думают, демократия – это когда все хорошо. Ничего подобного. Демократия – это когда ты даешь высказаться тем, кого ты ненавидишь. Вот это самое сложное.
Довлатов сказал, говорит, наши тараканов даже не терпят, а таракан еще никому плохого не сделал, не задел ничего национальное чувство. Мне кажется, что это очень просто, потому что ведь наши соотечественники приезжают с мыслью о том, что Америка – это противоположность России. Там была плохая власть, а здесь хорошая. Но власть должна быть сильной, и она должна быть с кулаком, добро должно быть с кулаками. И так они себе представляют, что такое Трамп. Трамп – это, ну, скажем так, это тот же Путин, только хороший. И вот с этим жить, конечно, проще, но это не демократия. Почему протесты так быстро переросли в агрессию, в погромы? So brutal, so fast. У людей было скрытое недовольство. В любом обществе есть недовольные, по объективным или субъективным причинам. Сейчас у них есть возможность высказаться. Я был в Нью-Йорке в 1968, где на тот момент происходили протесты. Как и сейчас в Миннесоте, люди тогда выходили на улицы и крушили магазины. Это отчасти из-за недовольства системой. Еще одна проблема — полиция. Я видел, как работают полицейские в разных странах, особенно в Южной Америке. Их психология заключается в следующем. Доминируй, или кто-то будет доминировать над тобой. Им важно чувствовать, что они контролируют ситуацию. В Америке наличие оружия обеспечивает это чувство доминирования. Во всем мире, где бы я ни был, у полиции есть это в голове. Говорят, плохо, что убили невинного человека, но все-таки надо положить конец этому насилию. Да. А наоборот надо говорить. Как? Плохо, что насилие, но надо положить конец убийству невинных людей. И если убрать первую проблему, исчезнет вторая. То есть, если не будет полицейского насилия в отношении черных, то не будет и погромов? Да, понимаете, можно сколько раз, сколько вы хотите осуждать насилие, но надо его понимать, потому что если не понимать причины, тогда возникнет те же самые проблемы в тех же местах по тем же причинам. А Трамп не хочет понимать, он хочет этим пользоваться для своих собственных целей, которые не очень благородны. Ричард, я прямо слышу, как ваши оппоненты на это вам бы знаете, что сказали? Они бы сказали: представьте, Ричард, что вы не профессор, а владелец магазинов, которые вложили все свои деньги и вся ваша жизнь в этом магазине. И приходят демонстрации, разбивают весь ваш магазин, да? И вы не получите страховку, возможно, потому что это форс-мажорное обстоятельство. Неужели вы бы говорили так же, как говорите сейчас? Давайте не смотреть на это как моральное явление, а как практическое явление. Эти протесты являются симптомом болезни, которые мы должны лечить. И я понимаю, для таких людей это серьезные беспорядки и потенциальный ущерб, огромный финансовый ущерб. Ураган тоже финансовый ущерб. Но когда ураган, мы пытаемся понять, как можно предотвратить такое же в следующий раз. Мы говорим: ой, плохой ураган, надо его арестовать. Мы пытаемся понять, как можно решить эту проблему. Что вы чувствуете, когда видите полицейских, встающих на одно колено перед толпой? Круто! Как я и сказала, есть хорошие полицейские, есть смелые, многие из них родители, у них есть родители, жены, многие живут в районе и знают людей там, и хотят их защищать. Как и все люди, они не одинаковые. Не все белые одинаковые, не все копы одинаковые. В каждом участке своя атмосфера. Я бы этого не делал. Этого не надо делать. Вы понимаете как? Ну зачем? Это совершил один человек, 2 человека, 3 человека. Но ведь посмотрите, в Америке нет ни одного человека, который бы одобрил это преступление. Зачем так унижаться? Зачем падать на колени? Это не имеет никакого отношения стать на колени перед погромщиками, как пишут мои друзья в Фейсбуке. Преклоняют одно колено атлеты, спортсмены, которые такие во время исполнения гимна. На каждой спортивной игре в Америке исполняется гимн. Как бы ни странно это звучало. Любая бейсбольная игра начинается с гимна. И во время этого гимна
чернокожие атлеты преклоняют одно колено в знак протеста против расовой сегрегации. Это ритуал. Почему-то у нас все говорят, что это как на Майдане, что они встают на колени, но между тем они не складывают оружие, не закладывают руки за голову и не сдаются на милость победителя. Это придумано в 2016 году игроком в американский футбол Колином Каперником, который во время исполнения гимна сначала сел, он сидел, это вызвало скандал, а потом он опускался на одно колено. Этим он демонстрировал свое несогласие с расистской политикой Соединенных Штатов Америки внутри страны. И вот этот жест, преклонение одного колена, это символ вот такой вот борьбы за права черных. Собственно, они делают то же самое, Джо Байден делает то же самое, и его сторонники, это теперь же очень классно. Теперь я уверен, что еще больше людей будет вставать на одно колено, а еще больше людей правых консервативных взглядов будут Джо Байдена за это ругать. Например, вот Джо Байден, кстати, всегда славился как защитник полицейских. Он, несмотря на то, что он демократ, он всегда подчеркивал свое уважение к людям в форме. Но сейчас крупнейший полицейский профсоюз отказался его поддерживать, и люди говорят, что, слушайте, ну слишком вы уже влево уехали, да, опять о том же, что я говорю. Джо Байден на одном колене — это прям живое свидетельство поляризации американской политики. Когда я был молодым человеком, существовал такой строй, где были политические оппоненты. Он мне не нравится, я не согласен с его взглядами, но все-таки он американец. Он имеет право на существование. И его взгляды тоже имеют право на существование. И люди дебатировали, спорили, но не было такого чувства, ну, как говорил Шевчук, предчувствие гражданской войны, помните, из 90-х годов. Но конечно. Сейчас то же самое здесь. Предчувствие гражданской войны? Да. Мы не одна страна, мы сейчас две страны. Красные Штаты, синие Штаты. Я это чувствую очень сильно. Вот, например, я профессор университета, я окружен людьми моих взглядов. Очень трудно найти среди студентов, среди профессоров, среди жителей Вашингтона, мы очень либеральный город. Вот говорят, что Москва город либеральный, все слушают эхо Москвы, да? Но не сравнить все-таки с Вашингтоном, потому что там Навальный набрал сколько голосов? 27%? Да. Но либеральный кандидат в Вашингтоне берет все голоса. За Трампа здесь голосовало всего 4% населения Вашингтона. Понимаете? Меня зовут Марат Саданов. Сегодня я освещаю протесты в Вашингтоне специально для редакции. Мы пережили 400 лет этого дерьма и все равно будем стоять на своем. Все равно будем говорить. Все равно будем смелыми. Не будем мириться с этим дерьмом и никуда не уйдем. Вот почему мы это все делаем. У меня темнокожий сын, еще и дочка. Когда сыну исполнилось 11 лет, мне пришлось объяснять ему, как вести себя при взаимодействии с полицейским. Это просто ужасно, что мне пришлось говорить своему 11-летнему ребенку, что нужно вести себя определенным образом, чтобы быть американским гражданином. Это чудовищно, и мы хотим справедливости. Если они хотят защитить свои стены с лепниной и росписями, пожалуйста, у них есть полное право. Вы, что ли, потом их отмывать будете? Кому-то пришлось бы. Чтобы поднажать на протестующих, президент призвал на помощь военных. Лидер держал в руке Библию, пытаясь показать, что он на стороне религии. Какой эффект это возымело? Продемонстрировало лицемерие и самонадеянность президента многим протестующим. Они настаивают, что митинги — часть американской демократии. Между прочим, право на мирное собрание и на свободу слова закреплены в первой поправке к Конституции. Поэтому, когда президент прибегает к помощи армии, это очень походит на неконституционное применение армии с целью подавления мирных протестов. Конечно, это вызвало у многих гнев. Считается, что нейтральность армии и ее невовлеченность в политические процессы — это прямо один из столпов, на котором стоит Америка. То есть
Армия — это нейтральный институт. Он защищает Америку от внешнего вторжения. И поэтому, когда армию хотят использовать для политических целей, а Трамп здесь явно занял позицию тех, кто хочет сказать «долой погромы, мы будем бороться», они считают, что это просто исказит вот тот самый столб, один из столпов, на котором Америка стоит. Вот ты говоришь, да, что наш генерал скажет, где этих там несогласных сейчас? Да. У них часто, наоборот, военные — это прям самые-самые, значит, пацифисты, потому что... Внутри страны. Да, страна воюет, да, страна воевала в Ираке, в Афганистане, и они видят, что такое война. И у них нет вот этого желания показать себя. То есть, о чем думает генерал, да? Вот, например, есть какой-нибудь наш российский генерал, которому скажут вести войска. Сейчас я покажу свою удаль, прыть, меня там повысят, я буду большой шишкой. У них наоборот. Одна из причин, почему, побывав во многих странах, я так люблю наш город, заключается в том, что, живя здесь, ты окунаешься в мир разнообразных этнических групп. Это плавильный котел, где смешиваются культуры людей со всего света. И то, что такой человек, как Дональд Трамп, вырос в нашем городе, просто выше моего понимания. Думаю, что при Трампе ситуация ухудшилась, намного ухудшилась во всех сферах. А уж в особенности в плане расизма. Я не думаю, что его хоть как-то заботит народ. Не думаю, что его вообще кто-либо заботит, кроме него самого. Неужели вся проблема — это только Дональд Трамп? Вот проиграет он выборы в этом году, и все, проблема решена? Так просто? Я думаю, что во многом да. Я прекрасно понимаю, что профессиональные историки очень не любят всякие теории о большом человеке в истории, понимаете? Да, что один человек все решает. Роль личности в истории. Да, но давайте посмотрим. Если бы не было Сталина, неужели Молотов стал бы на месте Сталина? Нет. Понимаете? Если бы не было Гитлера, если бы не было, иногда все-таки человек действительно решает. Черчилль выиграл войну для Англии, один человек. Да, правда. Иногда все-таки один человек все решает, или в плюсы, или в минусы. И я думаю, что Трамп один из них. Это историческая фигура, к сожалению, трагическая, но все-таки историческая. На мой взгляд, это элемент той войны, которую левые объявили Трампу с первого же дня его вступления в должность президента в 2016 году. Дело в том, что среди порядочнейших людей, которые действительно осознанно вышли на улицы, к ним примкнули вот самые так называемые новые молодежные группы, среди которых выделяется так называемая антифа. В первое время зародившаяся как антифашистская, на самом деле она оказалась антиамериканской. Она оказалась античеловечной, антисемитской. И не случайно Трамп дал команду рассмотреть их статус и признать их террористической организацией. Я согласен. Он дал название этому движению, но на самом деле это не движение, а спонтанные действия. Многие люди приезжают из соседних городков, они чувствуют себя обделенными и понимают, что сейчас настал момент, когда они могут на что-то повлиять. Американцы очень ценят демократию. Если вы не из Америки, вам может показаться, что здесь все очень политкорректны. Тем не менее, у нас есть право на оружие. Я считаю, что наличие этого права перечеркивает всю ту демократию. У нас также присутствует существенное экономическое неравенство. В нашей стране есть такие невероятно богатые люди, как Джефф Безос, но в то же время есть и очень бедные. Это порождает вражду и ненависть. С демократией тоже не все так гладко. Нет какого-то Джорджа Сороса или там Ивана Соросова, который всем этим руководит. Протесты возникли естественным образом. В Америке это происходит время от времени, да. То, что является стандартным, не является нормальным. Конечно, это ненормально, но это время от времени происходит. Сейчас на это наложился кризис из-за коронавируса, рекордный уровень безработицы, который, понятное дело, Америку не развалит. Как только экономика откроется, все эти малые бизнесы снова возникнут, и снова им понадобятся рабочие руки. Но, тем не менее, люди просидели 2 месяца дома. Многие, да, вот в городах в этих. Им дали $1200, в отличие от некоторых стран. Да, им дали 1200, казалось бы, получил $1200, ну купи себе что-нибудь, да. Но нет, на это наложилась вот и экономическая ситуация, и все эти годы системного расизма. Ну вот, например, да, Мартин Лютер Кинг же говорил, что лучшее лекарство от погромов, от riots, от мятежей, это именно это решение проблем, которые привели к этим протестам.
При Бараке Обаме американцы и люди по всему миру были уверены, что с проблемой расизма в США покончено. У вас президент темнокожий. Ну что еще нужно? В рамках проблемы расизма президентство Барака Обамы во многом улучшило ситуацию в США, потому что оно подарило людям пример. Так же, как и с Мартином Лютером Кингом, это темнокожий мужчина, выдающийся, очень талантливый, который может руководить и быть прекрасным примером для других. В этом отношении Барак Обама действительно помог. Но его президентство никоим образом не решило проблему расизма. 8 лет пребывания у власти против 400-летней истории расизма в США. Время от времени происходят постоянно вот такие вот вещи, когда кто-то умирает, полицейских убивают. Как это случилось с этим самым несчастным Флойдом, с которого теперь делают мученика, что тоже, конечно, еще то. Мученик. Понимаете, наши всегда говорят, что он рецидивист. Это правда. Он сидел, все правда. Но полиция этого не знала. Полицейские, когда его арестовывали, не знали, кто он такой, они не установили его личность. То есть каждый раз, когда вы говорите Black Lives Matter, это зависит от того, кто это говорит, когда, как и почему. И в этих тонкостях теряется очень многое. Но жизнь сложна, и особенно она сложна в таком обществе, как Америка, необычайно противоречивым, составленным из очень разных общин. Я иногда думаю, господи, как же американцы могут вместе жить в этой стране, если одни читают Нью-Йорк Таймс, а другие ходят на охоту. Это разные люди, знаете. Но одна страна при этом. И то, как она умудряется не просто выжить, а стать главной страной в мире. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Я бы в завершении хотел бы вернуться в Россию. Мы все-таки российский YouTube-канал, и на русском мы говорим. Знаете, в пропаганде есть такой известный прием. Он называется whataboutism, от английского what about you. А у вас-то что? Его смысл заключается в том, что на претензии оппонента не отвечают по существу, а переспрашивают вот именно это. А ты-то вообще кто такой? Ты почему спрашиваешь? Ты на себя посмотри. Даже, знаете, в советские времена, когда этот термин был особо распространен, был такой более понятный аналог, как советская пропаганда американцам на всю критику отвечала, а у вас вообще негров линчуют. Вот мне кажется, что сейчас наступил просто золотой век российского whataboutism и главной эмоции, которую он за собой тянет – злорадство. Вот типа допрыгались со своей политкорректностью, пиндосы. Получите. Конечно, проблемы в Америке очень серьезные. Конечно, они не решались годами. Конечно, власть некомпетентна. Конечно, в этой стране вообще все довольно сложно, и она очень несовершенна. Дает ли право это нам с вами считать, что мы, глядя на американские протесты, стали хоть капельку лучше? Что мы с вами решили какие-то свои проблемы, которых у нас тут накопилось, по-моему, довольно много? Ответить на эти вопросы, друзья, я тоже предлагаю вам. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся.